Посев перца на рассаду пророщенными семенами. Здравствуйте, друзья! В этом видео вы увидите результат проращивания семян перца и весь процесс посева перца на рассаду. Вы узнаете, для чего перцу бахилы, а также снова будем использовать zip-пакет. Как всегда, поделюсь секретами и рекомендациями по выращиванию перца. В это короткое видео я попытался вложить максимум полезной информации и показать посев перца на рассаду поэтапно, чтобы снова, вернувшись к этому видео, вы смогли быстро найти ответ на свой вопрос по выращиванию перца. В предыдущем видео я положил на проращивание семена острого перца. Эти семена я собрал сам от хорошо вызревших, красивых и здоровых плодов. Такие семена обладают самой высокой всхожестью. Семена я проращивал на батарее отопления при температуре плюс 30 градусов в zip-пакете. Использовал только талую воду и бумажные полотенца. В zip-пакете очень удобно следить за появлением ростков. Достаточно только посмотреть на просвет, направив пакет в сторону окна или в сторону лампочки. Причем открывать пакет не надо. Итак, открываем пакет, семена проросли. Бумага еще влажная, воду я не добавлял. Открывал пакет только на несколько секунд ежедневно для проветривания. А проклевываться семена начали уже на третий день проращивания. Семена проращиваются в пакете уже неделю. Сразу же после появления ростков я посадить их не мог, так как был занят на работе. Я сажаю в небольшие горшочки, обязательно с дренажными отверстиями, иначе почва будет закисать и тормозить рост растения. Грунт я никогда не покупаю в магазине, так как слишком много поставлено на карту. Его я запасаю и приготавливаю сам. Перцы не переносят переувлажнения, поэтому не лишним будет наличие дренажного слоя. У меня это керамзит. Затем помещаем и почву в емкости. Оставьте немного места для дальнейшего подсыпания грунта. Многие видеоблогеры говорят, что перец не образует воздушных корней, как томаты. Но я открою вам страшный секрет. Очень даже образуют, но только на подсемидольном колене, когда стебелек еще молоденький и не одревесневел. Поэтому я всегда пользуюсь этой возможностью для развития более мощной корневой системы и подсыпаю немного грунта к молодому стебельку. Почва после длительного зимнего хранения, например, как у меня на лоджии, очень сильно высыхает. Поэтому тщательно проливайте ее до тех пор, пока снизу горшочка не покажется влага. Очень часто сухой грунт в нижней части горшочка является причиной гибели сеянцев. Теперь мы аккуратно влажной деревянной палочкой берем росточки и помещаем их на грунт в горшочке. Если брать пинцетом, то семечко часто раздавливается. Обычно рекомендуют сеять на глубину 3 диаметра семян, то есть приблизительно на 1 см. Но я сею чуть поглубже, на 1,5-2 см, так как у меня рыхлая почва. И при такой глубине посева стебельки всходов не будут заваливаться в стороны. И корневая система не будет страдать от засухи на поверхности почвы. Я сажаю 2-3 семечка в один горшочек. Затем после всходов слабые отрезаю ножничками. Начинающим садоводам советую использовать линеечку. Но еще лучше использовать карандаш, зубочистку или любой другой предмет с нанесенной на них сантиметровой шкалой. Аккуратно засыпаем семена чуть влажной землей и слегка утрамбовываем. При таком посеве всходы появляются на поверхности уже без семенных шапочек, то есть без чешуек семян. Для профилактики черной ножки поверхность грунта сверху присыпаю небольшим слоем песка, лучше его прокалить, так как он быстро пропускает влагу и поверхность грунта будет сухой. Ну а также можно посыпать сверху небольшим слоем золы. До всходов поливать не надо. И накрываем пленкой. Теперь открою секрет, что надо сделать, чтобы всходы появились быстро. Поддерживайте температуру такую же, как и при проращивании семян. То есть
от 28 до 32 градусов. Перец – теплолюбивое растение, и холодный грунт при большой влажности почвы будет провоцировать корневую гниль и черную ножку, поэтому не допускайте охлаждения грунта. Буквально через 2-3 дня у меня появляются первые всходы. Очень важно сразу поставить ростки в самое светлое место. Помните, что рассада не любит сквозняк, а от перепадов температур сбрасывает листья. Мало кто знает, что перец – растение короткого светового дня, но он требует высокую освещенность. Подсветку рассады надо делать не более 8 часов в сутки. Поздние сорта перца требуют еще более короткого светового дня. С появлением всходов можно начать поливать, обязательно теплой водой. Перед первым поливом я немного окучиваю ростки, чтобы вода не попала на место выхода стебелька из грунта. И это место должно быть всегда сухим. Такое окучивание почти полностью исключает появление черной ножки. Полив я делаю ежедневно или через день, это зависит от величины горшка, но обязательно по мере просыхания верхнего слоя грунта. Вначале, когда ростки маленькие, полив производит обычным способом, но ни в коем случае не смачивайте стебель и листочки растения. Периодически поворачивайте рассаду разными сторонами к источнику света, чтобы сформировался ровный стебель и равномерно распределялись листья на стволе. Пикировку или пикирование перец не любит. Он может очень серьезно затормозить в росте. Он не любит, когда беспокоит и травмирует его корни. Даже незначительные травмирования корешков приостанавливают рост перца на 2-3 недели. Лучше сеять семена перца в отдельные стаканчики и в дальнейшем делайте перевалку из меньшего горшка в больший с комом земли. Это делается в фазе 2-3 настоящих листочков. Чтобы почва в горшочках не пересохла, поместите сеянцы в полиэтиленовый пакет. Но у меня есть ноу-хау. Я использую бахилы. Посмотрите, как удобно. Бахилы можно легко одеть на сеянцы и очень легко снять. Также я использую zip-пакет. В закрытом состоянии он поддерживает нужную влажность в почве и на ее поверхности. Только обязательно закрывайте его полностью, иначе почва подсохнет и сеянцы погибнут. На этом все. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!